Ну все, вы доигрались. Мы отправляемся с вами в ад. Хорошо себя вели? Помните, я обещала вам вернуться с катабазисом. И вот, я здесь, вы здесь. Проходите, присаживайтесь. Заваривайте вам чаи, кофе. У меня уже заварено. Помните историю с хреновым переводом Yellowface? Тут такой истории нет, потому что и перевода нет. На русский книжку не перевели, но держу кулачки, чтобы как-то что-то кто-то порешал с этим, потому что книжка достойная, но у нее достаточно богатый язык, поэтому если ваш какой-то второй язык чуть-чуть ниже уровня B2, может быть сложновато, но оно того стоит. На данный момент это моя пока что любимая книжка Ребекки. Очень видно, как растет авторка. Советую стопроцентно, от чистого сердца. Я немножечко слушала на английском, немножечко видела отрывочки. Написано очень красиво. На польский перевод тоже хороший. Есть вопросики, но в целом тоже могу смело советовать. И есть совершенно точно перевод на украинский. Не знаю, насколько он хороший по качеству, но очень надеюсь, что да, поэтому если вы вдруг владеете, вам эта книга будет доступна. Я очень надеюсь, что перевода на русский мы рано или поздно дождемся. К этому моменту вы будете уже во всеоружии. Самый главный прикол. У книги есть трейлер. Ссылка есть в описании. Обязательно сходите, посмотрите. Это очень коротенько, мне кажется, 2-3 минутки. И возвращайтесь, и так наши с вами персонажи будут более объемными, и вы будете понимать, о ком я вообще с вами разговариваю. Cheers. Итак, начнем с названия. Катабазис — это с греческого буквально сошествие в ад. Этот мифологический мотив появляется у очень многих народов на большом протяжении времени, он появляется постоянно, ну, потому что мы просто все задумываемся, что с нами будет после того, как все закончится, и нам очень не хочется верить, что все закончится просто выключением картинки. Нужно ли знать базу перед прочтением? Нужно ли там Орфей, Эвридика, Библия, Данте, вот эти все дела? Совершенно точно нет. Книга самостоятельная. Но, конечно, чем больше у вас знаний, и чем больше у вас опор, тем интереснее мир для вас, поэтому я вас не отговариваю от получения знаний, но как-то специально готовиться к прочтению книги совершенно точно не нужно. Если у вас есть какие-то пробелы в образовании, как у меня, не переживайте по этому поводу. О чем книга? Начну немножечко с личного. Не своего, а с личного Ребекки и Беннета. Куанг начала писать катабазис в 2023 году, когда она и ее на тот момент еще бойфренд, а сегодня уже муж, Беннет, начали одновременно PhD. Она в Йеле, Нью-Хейвен, а он в MIT в Бостоне. Он, кстати, философ, между прочим. Оба были в восторге, но очень быстро все пошло не так, потому что на первом курсе буквально сразу же у Бента обнаружилось тяжелое заболевание, что заставило Ребекку мотаться между городами. В рамках Америки это, конечно же, небольшое расстояние. Когда существует какое-то дополнительное, не слишком приятное условие, когда болеет твой любимый человек, а у тебя и так период достаточно напряженный, это может снести с ног, это может стать просто последней каплей. И так и случилось с Ребеккой. Она провалилась в страшнейшую депрессию, и вот там
находясь на самом-самом дне, она просто начала задумываться, а что если ад — это лучшая альтернатива? Да, Ребекка, да, ад оказался лучшей альтернативой. Большое спасибо. Так у нас появился катабазис. Мне очень жаль, что она написала это не из радостного своего пункта жизни. Это отличный продукт совершенно страшного состояния. В книге у нас есть два главных персонажа. Один из них главнее — это Элис, персонаж более раскрытый, ну и как будто бы эта история больше о ней, но есть и второй главный персонаж, это Питер или Беннет, или Питер, или Беннет, они сливаются. Куанг сама признается, что она пишет одного и того же персонажа во всех книгах. Это зубрилка, это нерд, который в какой-то момент просто вспыхивает. И она говорит, что вдохновила ее на это история Иккинга из «Как приручить дракона». Она посмотрела этот мультик в средней школе и просто влюбилась. А потом еще и встретила его живую версию. Пау-пау. После свадьбы Беннет взял двойную фамилию, что в моих глазах придает ему просто 1000 очков к крутости. И книга посвящена ему. Вот оно, посвящение. Беннету, гениальному и любимому. И вот еще наши персонажи. Вот это Беннет, а вот это Элис. Это посвящение очень заслуженно, но не потому, что он взял двойную фамилию, а потому что Ребекка во многих интервью признается, что она не раз брала у него консультацию профессиональную, потому что, опять же, как она сама признается, у нее с логикой, как с предметом, не вот эта вот женская логика, я не знаю, куда идти, окей? А с предметом, логикой, у нее небольшие вопросики. Она прописывает это в Элис. В общем, она берет консультацию у Беннета и часто у его друзей и коллег. О чем эта книга? Это опять академия, это опять темная академия. Здесь есть ад, да, как я уже упомянула. И да, здесь есть магия. Опять это для меня новый вид. Я не проверяла, но я никогда не слышала о таком виде магии, потому что здесь магия заключена вот в таком вот маленьком предметике. Это мел. И это объясняется тем, что это минерал старый из костей животных, людей. Короче, в общем, это минерал, который долгое время хранился и вот каким-то образом получил магические свойства. И благодаря мелу рисуются пентаграммы, разные схемы, заклинания, вот это вот все. В общем, это опять не какие-то чары-мары, фокус-покус. Рисуешь, произносишь заклятие, и вот так вот это все происходит. Здесь не поднимаются вопросы расизма, культурной апроприации, колониализма, как вот здесь, о чем я уже говорила очень много раз, обо что я чуть не сломала, не стерла язык повторять уже одно и то же и в Yellowface, и в Вавилоне. Но сексизм, харассмент, токсичная среда в академии никуда не делись. К фабуле. Два аспиранта, Элис и Питер, спускаются в ад за своим профессором. Зачем он им нужен? Во-первых, небольшой спойлер, насколько это хороший человек. Они ни секунды не сомневаются, что он в аду. Нужен он им затем, чтобы он подписал им рекомендательное
письмо, потому что иначе они просто умрут под мостом. Ну, все, карьера окончена. Видимо, так. Эта ситуация подсвечивает, как система академическая, как, в общем-то, и любая другая, поглощает тебя. И называет это твоим выбором. Граймс — это не просто плохой человек и плохой профессор. Это человек, который держит в руках твою судьбу, твою карьеру, твою самооценку и с большим интересом этим жонглирует. И ему было бы совершенно неинтересно ломать тебя, если ты слабый. Ему это незачем. Ему интересно размозжить тебя как букашку, только если ты сильный человек, как наши Элис и Питер. Собственно, Элис очень сильная, очень умная, и ровно поэтому она очень долгое время убеждала себя, что все в порядке. Персонаж Элис нам нужно обсудить немножечко во временном контексте и в контексте феминизма, иначе образ будет неполным. Элис — это американка китайского происхождения, которая приезжает в Британию для учебы в Кембридже. И это все дело происходит примерно где-то в 1980-е. У нас нет почти ни одной точной даты, но мы там опираемся на кое-какие другие события, где есть там буквально одна дата. Что происходит вообще в эти годы в Америке и в Британии? Ну, начнем с Америки, потому что это ее родина, это место, где она сформировалась. Существует такая вещь, как раздел 9, Title IX. Это закон 1972 года. Это знаковый федеральный закон США, который гласит, что ни один человек не может быть исключен из участия, лишен льгот или подвергнут дискриминации по признаку пола в любой образовательной программе, получающей государственное финансирование. Ну, то есть в коммерческой можно, да? Простите, это я уже придираюсь. 1972 год. Это буквально вчера по меркам истории случилось, да? Стоит добавить, что это времена второй волны феминизма, которая шла с 1960-х до примерно конца 80-х. И в отличие от первой волны, требовавшей избирательных прав, активистки сосредоточились на скрытой дискриминации, на возможности получения образования, на возможности достойной оплаты труда, на репродуктивной свободе и критике женской роли. Именно в этот момент мы получаем лозунг «Личное — это политическое». Все ли женщины 80-х были феминистками? Ну, естественно, нет. Как, к сожалению, и сейчас. Элис — тотальная мизогинка. Но был ли у нее шанс быть феминисткой и функционировать в академии? Если честно, я думаю, что в 80-е шансов было крайне мало. И переезжает она в еще более мизогинную среду, так как в Британии все процессы феминизации шли сильно медленнее. Но даже на ее более прогрессивной родине, да, закон 1972 года только открывает условно мужские колледжи перед женщинами, да, до верхушки надо еще добраться. То есть мы же начинаем свой путь с бакалавриата и только двигаемся вверх. Соответственно, верхушка, элита была... Ну, конечно, да, женщины были, чего стоит только одна Маргарет Этвуд, которая, ну, вообще-то она канадского происхождения, да? Да, конечно, женщины были гениальные, восхитительные, и которые добивались успехов, но это единицы. Элис переезжает в Британию уже с опытом выгрызания себе первого места, с опытом мизогинии в ее сторону и в ней
она же и поселяется. Она уже пытается отстроиться от этой группы, какие-то там женщины, академические жены в основном. Это не ее ролевая модель. Сейчас в каком-нибудь Тредсе мы бы ее назвали мэркой Пикмистана или что-нибудь в этом роде. Но тогда какие у нее были варианты? Не лезть в академию и быть хорошим человеком, лезть в академию и не добиться ничего, и лезть в академию и идти по головам. Это все, что я смогла придумать. Если у вас есть какие-то другие варианты, обязательно поделитесь, потому что мне больше в голову не приходит ничего. Нужно иметь в виду, что приезжает она в Британию, где процессы феминизации академии идут еще медленнее. Дальше у Элис только одна задача — выжить любой ценой, попасть к самому гениальному научруку, и неважно, какой он там, плохой человек, хороший он человек, там, сексист, еще что-то. Главное — это не упасть до уровня всех остальных вот этих вот девочек. Даже если нужно их унижать и идти тоже у них по головам, ничего страшного. Цель оправдывает средства. Я не разделяю, не оправдываю такую же позицию. Просто мне кажется, что Куанг пишет очень-очень правдиво и описывает правдивую ситуацию. К сожалению, даже сейчас она выглядит во многом похожим образом. Я не знаю, как бы вы это прочитали или как вы это прочитаете, но мое мнение такое. Почему я так считаю? Даже в каком-то несчастном педе. Почему несчастным? Потому что туда достаточно легко поступить. Но если ты идешь на какой-нибудь физмат, ты спокойно там услышишь вещи, что пришла сюда замуж выходить и все в этом духе. А в одной государственной академии существует совершенно открыто разный порог для абитуриентов мужского и женского пола. 214 и 340 баллов соответственно. Больше того, для девочек всего 10 мест в год. А мы уже далеко не в 80-х, или нет? В аду мы встречаем очень интересную особу — Элспет. Она обладает самостью, она очень независимая. У нее есть куча других очень крутых качеств, и она сыграет очень важную роль в судьбе наших героев. Но в первую очередь это тень Элис. Только без механизмов защиты. И, в общем-то, как Элспет оказалась в аду, она приняла решение закончить свою жизнь примерно за 10 лет до переезда Элис в Британию. То есть жила в мире, где прав у нее, как у женщины, еще меньше. У Элис есть еще один прикол. Это не спойлер, потому что мы это узнаем достаточно рано. У Элис анамнезия. Не амнезия, а анамнезия. Невозможность забыть ничего. Цену на кофе она помнит. Я тоже, но это не связано с анамнезией, это связано с тяжелым материальным положением. Не тяжелым, ну, в общем. Звучит круто, но на самом деле это проклятие. На самом деле никто из нас есть этого люди, не у которых хочет. суперпамять. И мы знаем, что люди, у которых вот гиперамнезия, у них, как правило, действительно Для есть которых проблема. проблемой является забыть как раз. Проблема забыть, да. Они все помнят, но при этом у них есть проблемы с логическим мышлением, с аналитическим мышлением, с решением таких задач. И есть гипотеза некоторой дихотомии, что, по сути, ну, вот я хороший пример приведу. Бывает так, что мы что-то учим,
Это процесс обучения, да? И вот сегодня, вот сразу после обучения, спроси, там, я не знаю. Спросите меня там через день, я плохо отвечу. Но спросите меня через неделю, и вдруг почему-то мне все встает на свои места, я все это рассказываю. Без какого-то до обучения еще чего-то. То есть я услышал, и моя вот эта вот память, она как будто бы созревает. То есть у меня идет какой-то механизм анализа этой информации, которую я получил. И идея состоит в том, что человек, у которого супер память с гиперамнезией, у него этого процесса просто не происходит. А что это за процесс получается? По сути, если ты все запоминаешь, если у тебя все детали, ты все помнишь, то вот для тебя вот этот вот стакан, он отличается от стакана, который у Михаила. Ну, то есть для меня, Ты не например, мыслишь моделями ты не проводишь эту абстракцию. абстракцию, да, не Абстрагирование, проводишь. да, абстрагирование информации, которое позволяет тебе увидеть закономерности, увидеть паттерны какие-то. И в этом плане, возможно, как раз получая большую память, ты платишь тем, что у тебя эта способность страдает. И наоборот. Да? То есть в этом плане иметь суперпамять – это не очень хорошо. Невозможность забывать, ну, это проклятие. В общем, Элис не может отдохнуть от собственной головы. Никогда. Я знаю такие истории, всегда завидовала таким людям, когда ты открываешь книгу и помнишь все досконально, каждое слово. Но больше нет. Спасибо, Элис. В 20 главе, будьте к этому готовы, если собираетесь читать, есть тяжелая сцена. Элис с Граймсом, с профессором. И сразу после Элис, как типичная жертва, начинает объяснять себе, что она сама виновата, что это был ее выбор, что она каким-то образом дала согласие. Это не наивность, это защитный механизм. И так работает дисбаланс власти. Неважно, сколько вам лет, жертва, отказываясь называть себя жертвой, молчит. И хорошо от этого только Граймсу. Здесь Куанг опять очень точная и очень смелая. Питер Беннет. Сейчас опять они сильно сливаются. У Питера тяжелое аутоиммунное заболевание. Его иммунная система принимает собственное тело за врага. Это буквально про него. Система, которая должна его защищать, атакует. Точно так же работает и Академия, точно так же работает и Граймс. Но Питер выстраивает образ человека, которому вообще на все начхать. Все его так считывают, и его это устраивает больше, чем жалость. Но не переживайте, примерно в середине книжки, в главе, по-моему, 23, они там с Элис перетрут по душам и, наконец-то, поговорят словами через рот. Давайте к аду, к схеме. А схемы нет, потому что Куанг — это не Данте, и здесь ад такой более флюидный. Есть минимум 3 схемы, и они есть прямо на форзаце, и сейчас я вам их покажу. Карта Элспет, карта Элис и карта Питера, и все правы и все неправы одновременно, потому что этот ад не такой иерархичный и не строго христианский, как у Данте. Он мультитеистический, хотя каких-то кучи богов здесь, в общем-то, нет. И самое главное отличие у Данте — ад универсальный. Он строгий, он католический, и в этот ад попадают все, независимо от своего вероисповедания и от прошлого. Здесь же ад совершенно непостоянный, он флюидный и зависит от кучи факторов. От твоей профессии, от твоего происхождения, от твоей веры, знаний и так далее. У Элис, Питера, у Граймса, у Элспет ад похож просто потому, что их объединяет Академия. И как он устроен? Начинаем мы с асфаделевых лугов, в общем-то, что можно назвать чистилищем, где люди просто ждут своей очереди на вход.
Здесь она, кстати, здесь нет этого по схеме. В общем, там такая стена из костей и большая очередь. Дальше у нас первый круг. Я назову это условно по аналогии с Данте, потому что я не знаю, как бы это перевели. Можно сказать, что пространство. Но я использую слово «круг» просто по аналогии. И вот первый круг у нас гордость, второй — желание, третий — жадность, четвертый — гнев, пятый — насилие, шестой — жестокость и седьмой круг — тирания. Диктатура, тирания. И восьмой круг, так и называется восьмой круг, но он, как-то мы это выясняем, что он для тех, кто нарушил данные кому-то обещания. И внутри этого восьмого круга есть город Дис. Такой огромный, средневековый и очень защищенный такими стенами. И все это окружает река Лит. То есть она нас сопровождает везде. И воды этой реки очищают ото всех воспоминаний совершенно. А за пределами всего и надо всем находится трон владыки Ямы. И проход к нему открывается только тогда, когда ты искупишь все свои грехи. У меня есть любимая сцена в книге, где, во-первых, появляется персонаж, о котором я понятия не имела. Ткачиха. Дальше, когда я начала уже искать информацию, оказалось, что это из китайской мифологии, что мне в процессе чтения не было понятно. Я просто не знала этой истории, я просто не знала этого персонажа, ну и все, и прочитала, и ладно. А потом уже начала проводить ресерч. В общем, ткачиха — это китайская богиня. Согласно преданиям, она была дочерью небесного императора. Она искусно ткала великолепные небесные облака и узоры, но полюбила земного пастуха, за что разгневанный отец разлучил влюбленных, превратив Млечный Путь в непреодолимую реку. Раз в год, в 7-й день 7-го лунного месяца, стаи сорок образуют волшебный мост, и возлюбленные встречаются на одну ночь. Но как ткачиха оказалась в аду у Куанг? Да вот так. Полюбила она смертного, смертный помер, а дальше, когда она сошла к нему, он отказался проводить с ней вечность в аду и решил реинкарнировать, попытать счастье еще разок. Тем самым предал ее. А от женщин вот требуют, чтобы они соглашались на смелый рай в шалаше, да? Интересно. И благодаря такому вот предательству, пережив такое предательство, она считает, что она идеальная судья, что она рассудит всех парочек. Она берется судить что-то там между Элис и Питером, и дальше вы там сами прочитаете, сами все узнаете. Есть еще одна такая категория людей в этой книге. Это академические жены. Они есть и вне ада, естественно. Но в аду у нас есть семья Крипке. И в целом я про них рассказывать вам не стану. Это, интересненько, вы сами там про них все узнаете, прочитаете. Но, в общем, есть Магнолия Крипке, типичная академическая жена, которая, даже сойдя в ад за своим мужем и забрав с собой ребенка, она даже в аду сохраняет вот эту вот свою патриархальную позицию и подчиняется какого-то черта своему мужу. Даже смерть нас от патриархата не освобождает. В академии от женщин ожидают блестящего результата, но академические жены — это зеркало, в которое
академические не жены не хотят смотреться. Их считают неинтересными и не самостоятельными, и ничего из себя не представляющими. Женщины условно самостоятельные просто не хотят вступать в отношения, потому что просто сказав у алтаря «да», ты перестаешь быть собой, а становишься женой этого там. Но Элис в конце, сейчас небольшой спойлер, закройте ушки на секунду, она дает Магнолии уйти в реку. Она не решает за нее, она дает ей выбор. Она признает ее агентность, и в моих глазах это постепенное излечение от мизогинии. Все, можете открывать ушки. О чем, в общем, эта книга? Это книга о том, что система любая, но академическая особенно, будет поглощать тебя и называть это твоим выбором. Сама Ребекка говорит нам, что «Катабазис» — это книга, которая говорит нам, что нужно жить, что это книга о том, как жить, а не выживать. И напоминает нам о том, что мы живем сразу на чистовик, и что черновиков в жизни нет. Ну и что мы в целом как бы не коты, у нас только одна попытка, к сожалению. Как бы банально это ни звучало. Ну и, в общем-то, прямо сейчас вы смотрите это на каком-то устройстве с использованием интернета, так что проверьте свои привилегии. Может быть, не все так уж и плохо. Критика. Возможно, вы помните, я не люблю критику того, что мне понравилось. И самое часто встречающееся — это то, что ад, видите ли, какой-то скучноватенький. Но мне кажется, что все, кто так говорит, они вот ровно в этот ад и попадут. И будут там дохнуть от скуки каждый день. Никакого ада просто нет. Ад — это мы. Ад — это люди. Поэтому ад 2 кембриджских студентов, он не мог быть никаким другим. Он не мог быть парком развлечений. Ад для людей Академии — это не защититься, не знать, перед кем ты защищаешься, не иметь никаких дедлайнов, не иметь четкой системы, не иметь возможности развития. Этот ад совершенно соизмерим их душам. Вообще, будучи христианином, это странно критиковать ад, потому что тогда ты как будто бы знаешь, какой он. А не будучи христианином, тогда ада нет. В общем, почему мы тогда не даем свободу мысли авторке? Подводя итоги, это «Темная академия» о власти, о страхе, о том, что можно научиться доверять. Так что обязательно читайте или ждите сериал на Amazon, потому что права уже куплены. Куанг — это очень редкий случай, когда автор пишет легко, не запутанно, не плоско, интересно и очень-очень разносторонне. Это самая разносторонняя авторка из известных мне, поэтому будем ждать развития ее карьеры. Мне прям уже не терпится телепортнуться где-нибудь на лет 15-20 вперед и посмотреть, до каких величин она вообще дорастет. Ну и я уже с большим нетерпением жду ее следующей книги, которая уже опубликована на английском, и, я лично жду перевод на польский. Так что, возможно, будет еще одно видео о ней. Ну, еще мне вот интересно, сходили ли бы вы в ад, и что должна быть за причина, чтобы вот вам нужно было встать с дивана, бросить все, бросить свои телефоны, собрать рюкзачок и отправиться туда.
Еще один моментик, который я не уточнила. В книге есть описание расстройства пищевого поведения, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны и осторожны. Пока-пока. Чё, какао? Не ходите в ад, живите тут и сейчас и подписывайтесь. Заваривано. Сложновато. Типа, что ты перешла туда